Всем привет! Рада видеть всех на моем канале. И сегодня я хочу показать вам, как сделать нежнейший чизкейк с соленой карамелью, арахисом и со свежеприготовленной основой из песочного теста. Для начала подготовим форму, чтобы к ней ничего не прилипало. Мне нравится способ, который называется французская рубашка. Для этого берем размягченное сливочное масло и смазываем им форму. Сверху посыпаем обильно мукой. А затем нужно стукнуть по форме, чтобы избыток муки стряхнулся. Полученную форму ставим в морозилку минут 15-20. Теперь приступим к замесу теста. Смешиваем муку, сахар, разрыхлитель, соль и ванилин. Сюда же кидаем масло, нарезанное кусочками. Оно должно быть обязательно холодным. И руками приступаем к перетиранию масла с сухими ингредиентами. Должна получиться крошка. Если где-то есть большие кусочки, то это не страшно. И уже после этого добавляем яйцо. И с этого момента важно замесить тесто быстро. Нужно его просто стараться объединить в единый комок. Вымешивать долго не нужно. При приготовлении песочного теста важно использовать холодные компоненты, и после добавления жидкости, в данном случае жидкостью является яйцо, не нужно вымешивать тесто долго, так как будет образовываться клейковина, которая в песочном тесте совершенно не нужна. Теперь достаем из морозилки форму и выкладываем тесто. Кстати, диаметр моей формы 18 сантиметров. Толщина боков у меня получилась около 5 мм, а вот донышко было где-то 7-8 мм. Поэтому в готовом изделии дно мне показалось толстеньким, можно и потоньше сделать. Вы смотрите по своему вкусу и желанию. Если хотите потоньше, то можно или увеличить диаметр формы до 20 см, или уменьшить количество теста где-то процентов на 20. Важно примять место стыка дна и боков, иначе именно в этом месте будет очень толстенько. Чтобы при выпечке дно и бока были максимально ровные, нужно их придавить каким-либо грузом. У меня для этих целей лежит готовый сверсток из пергамента со смесью круп внутри. Вот его я кладу внутрь основы и отправляю на выпечку при 175 градусах на 15 минут. Затем нужно вынуть груз и допечь еще 15 минут, уже без груза. Оставляем основу до полного ее охлаждения. Приступим к изготовлению карамели. Делать ее легко, просто, с минимальными усилиями, но, как мне кажется, несколько длительно, но результат того стоит. В сотейник с толстым дном насыпаем сахар и наливаем воду. Отправляем на плиту на слабый нагрев, так как нам нужно растопить весь сахар. Если включить сильный нагрев, то сахар может не успеть весь раствориться к моменту испарения воды, поэтому не спешим. Мешать ничего не нужно, лучше вообще ничего не трогать, пока сахар не растворится полностью. Иначе в некоторый момент времени при интенсивном мешании сахар выпадет кристаллами. Если все же хочется что-то помешать, или есть в этом какая-то необходимость, то можно сахар аккуратненько и медленно просто пододвинуть лопаткой в нужное место. Как только кристаллы сахара все растворились, включаем нагрев сильнее. Теперь наша задача выпарить излишки влаги. В этот момент размешивать тоже нельзя. Когда влага испарится, сироп начнет менять цвет на янтарный. И вот в этот момент уже можно слегка помешивать карамель. Теперь наша задача дождаться яркого янтарного цвета карамели. В это время в другой сотейник наливаем сливки и доводим их до кипения. Когда получен нужный цвет карамели, снимаем ее с огня и, постоянно помешивая лопаточкой, начинаем выливать понемногу горячие сливки. Осторожно, будет много горячего пара из-за температурного шока, не обожгитесь. Температурный шок возникает из-за резкого перепада температур, ведь карамель имеет температуру около 170 градусов, а кипящие сливки около 80.
Важно сливки предварительно довести до кипения и вливать их медленно, иначе карамель от этого резкого охлаждения, то есть от температурного шока, затвердеет и сложно уже будет ее вернуть назад в мягкое состояние. Далее ставим карамель на огонь и варим 1-2 минутки. Если у вас есть термометр, то до достижения температуры 107 градусов, хотя измерять ее совсем не обязательно. После выключаем нагрев и забрасываем туда масло, чтобы оно растворилось. Затем карамель нужно пробить блендером пару минут или, как я, сделать это в фуд-процессоре. Я сделала ошибку, закинув соль перед пробиванием блендером, так как соль она способствует набиванию пузырей, а это нам не нужно. Лучше посолить уже после пробивания в фуд-процессоре либо в блендере. Достаточно просто посолить сверху и слегка размешать лопаточку. После этого карамель переливаем в широкую емкость, накрываем ее пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник до получения такой консистенции, которая будет удобна в работе. У меня на это ушло 2 часа. Такая карамель была через 2 часа, что для меня было идеально при сборке. Приступим к изготовлению крема для чизкейка. Для начала нужно замочить желатин с водой и отправить его в холодильник для набухания минут на 10-15. В сотейнике подогреть сливки до момента появления пара. Кипятить их не нужно. Наша задача растворить желатин в них. В другой емкости смешать сахарную пудру, маскарпоне и творожный сыр, а также ваниль. Все это смешать миксером до однородности. К полученной смеси добавляем смесь сливок и желатина малыми порциями, каждый раз хорошо промешивая. Это можно сделать миксером. Если же резко все вылить, то могут образоваться комочки. Полученный крем накрыть пленкой в контакт и отправить в холодильник. Сейчас он очень жидкий, но уже через 2 часа я смогла его спокойно выложить в основу для чизкейка. Вот такой крем был через 2 часа. Отмечу, что для полного застывания желатина ему необходимо часов 6, а лучше 8. Приступаем к сборке чизкейка. В песочную основу выкладываем карамель, сверху насыпаем арахис. Часть карамели, где-то грамм 80, предварительно нужно переложить в кондитерский мешок. Ее будем использовать для украшения сверху. После выливаем крем и украшаем чизкейк сеточкой из карамели и арахиса. Чизкейк готов. Только дайте ему еще хотя бы часика 2-3 постоять в холодильнике для стабилизации. И тогда вы почувствуете всю нежность крема и карамели. Я желаю вам удачи и пусть готовка будет в радость!